Подлинно глубокий и всеобщий культ жизни есть вместе с тем и культ смерти. Их друг от друга не оторвать. Цивилизация, отрицающая смерть, рано или поздно придет и к отрицанию жизни. Октавио Паз из эссе «День всех святых. Праздник мертвых». Ацтлан – мифический город, северная прародина воинственного племени ацтеков, которую иногда ассоциируют с Атлантидой. Название Ацтлан может переводиться как «место белизны», «чистоты» или же «страна цапель». Оттуда ацтеки пошли на юг и основали город-государство Теночтитлан, на месте которого сейчас находится город Мехико. Именно там и базируется группа, взявшая себе имя Ацтлан. Вот что я в общем знаю об экстремальном металле Центральной Америки. К стыду своему крайне мало. Известно, однако, что в Мексике существует по крайней мере два интересных блэк-метал сообщества, и их представители обращаются к наследию майя и ацтеков. Хотелось бы это затронуть, когда разберусь получше. Есть также фолк-дэт-метал группа Миктлан, которая действует еще с 90-х годов. Но именно Ацтлан стали первой группой, которая вызвала у меня интерес к этому региону и зацепила меня как особенностью музыки, так и визуальной составляющей. Что же здесь особенного? Во-первых, группа Ацтлан использует элементы преиспанского фолка, базируясь на традиционной музыке ацтеков. Музыка и танцы играют существенную роль у этого народа, являясь не просто искусством, а частью ритуала, общения с богами. Такая музыка отличается ритмичностью и, соответственно, большим разнообразием ударных инструментов. Много используются духовые и шумовые инструменты. Во-вторых, у Ацтлан мы услышим и влияние музыки испанского происхождения. Это те самые красочные мексиканские мотивы с обилием зажигательных гитар и духовых инструментов, которые большинство людей так или иначе слышали. Эти жанры называются мариачи и сон-хорочо. Группа отдает должное двум корням современных мексиканцев, как языческой древности, так и испанскому наследию. И третья, самая современная составляющая музыки Ацтлан – это металл, и прежде всего дэт-метал с некоторым влиянием и других стилей – трэша, блэка и прогрессива. Участники группы черпают вдохновение у многих мексиканских и не только исполнителей. В металле это такие группы, как Сонатав, Лас Белл, Шаб-Нигурат, фолки и роки Сантана, Ричи Валенс, Лос Кохолитес, Лен Уикани и многие другие. На 2021 год группа выпустила 2 альбома. Посмотрим на первый из них, который вышел в 2019 году. Он называется «Mexico Immortal» – «Мексика бессмертная» и длится 1 час 18 минут. Альбом оформлен концептуально. На логотипе группы и в артах можно увидеть четырехконечную звезду, которая символизирует 4 стороны света и 4 эры ацтеков, которые предшествовали современной 5-й, когда 4 раза соперничающие боги создавали мир и 4 раза его уничтожали. И каждый раз новый бог занимал место солнца, принося себя в жертву. По примеру богов, и ацтеки приносили человеческие жертвы, чтобы дать богам силы и отсрочить конец нынешней эры 5-го солнца, бога Тунатилу, символ которого – орел. В буклете мы видим лирику и фото участников группы: Эль Патрон, босс, вокал и лидер группы; Аттила, вокал и гитары; Центауро, бас; Кранео, череп, гитара; Диабло, барабаны; Эль Муэрто, мертвец, гитара; Хагуар, ягуар, перкуссия; Науаль, традиционные инструменты; и Коатль, змей, перкуссия. Целых 9 участников. И в развороте есть их общая фотография. Их образ вдохновлен Мексиканским днем мертвых, который отмечается 2 ноября. Его празднование восходит к традициям майя и ацтеков. Впоследствии он совпал с католическими праздниками – Днем всех святых и Днем всех усопших верных. Канон первого из этих дней известен, кстати, как Хэллоуин. Занятно, что очень многие народы в это время отмечают праздники, связанные с мертвыми. Велесова ночь у славян, кельтский самай, скандинавские зимние ночи. Это период, когда заканчиваются работы в поле, когда приходит время сосредоточиться на внутреннем мире. Считалось, что жители иного мира в это время могут нас посетить, и для этого в Мексиканский день мертвых сооружают алтари для покойных, ставят их фотографии, украшают могилы и дома цветами мертвых, оранжевыми бархатцами, используют различные атрибуты смерти, например, черепа, и сами наряжаются мертвыми. Вот и участники группы Ацтлан предстают перед нами в масках мертвых и в традиционных мексиканских нарядах – пончо и сомбреро. В своей лирике группа затрагивает помимо культурных тем, также и социальные. Это темы протеста против несправедливости, коррупции, политических игр, жертвами которых становятся простые люди. При этом Ацтлан не относит себя к какой-то идеологии, хотя, безусловно, их лирика протестная.
Она испытала влияние текстов панк-рока и трэш-металла. Азтлан защищает свободу самовыражения и неравнодушны к тому, что происходит в стране. Цитируя песню «Мехико Инморталь», «Рабы и солдаты коррумпированной системы – это Мексика». И вновь Азтлан обращаются к размышлениям о смерти. «У нас лишь одна жизнь, и мы не знаем, будем ли живы завтра. Мы хотим выжать максимум из нашего времени и создать столько музыки, сколько можем. Мы делаем это не из коммерческих соображений, а из любви к искусству и для продвижения мексиканской культуры во всем мире. Жить за счет музыки в Мексике очень тяжело, а играя металл практически невозможно». Прежде чем перейти к песням, приведем историческую справку. Президент страны находился у власти довольно долгое время, с перерывом лишь на 4 года, когда эту должность занимал его ставленник. Так было сделано, чтобы обойти конституционные ограничения на максимально допустимые 2 срока подряд. Позже, впрочем, это ограничение было отменено, а срок президентства был увеличен с 4 до 6 лет. Несмотря на определенные экономические достижения, росло социальное расслоение, усиливались репрессии во имя стабильности, а выборы в представительные органы, хотя и существовали, не имели реального значения. Как мы понимаем, речь идет о президенте Мексики Порфирио Диасе. Его правление, называемое Порфириатом, внезапно закончилось Мексиканской революцией и десятилетней гражданской войной в начале 20 века. Надо уточнить, что индейское население, которое было при Диасе в ущемленном положении, активно эту революцию поддержало. У участников группы можно заметить пулеметные ленты, они символизируют эти события. Первая композиция альбома так и называется «La Revolución». Она без вокала, лишь с речевыми сэмплами. Композиция начинается с красочной акустической гитары и переходит в мелодичный дэт-метал, но при этом звучание акустики не прекращается, и это добавляет звуку оригинальности. Вторая композиция «Сон де Муэрте» посвящена смерти. Лирические герои называют себя детьми смерти. Смерть – наш союзник на этой древней земле, наш народ с мифической земли. Это надежда. В этой песне появляются преиспанские мотивы, духовые и различные виды перкуссии, маракас. Есть и замечательные акустические соло в испанском стиле. Песня начинается с этнических элементов, постепенно переходит к брутальному металлическому звучанию, а затем откатывается обратно. Многие песни Азтлан имеют такую волнообразную структуру, и это поддерживает композиционное разнообразие и держит слушателя в напряжении при длинном хронометраже песен. Песня «Кукулькан» посвящена богу пернатому змею, известному у майя как собственно Кукулькан, а у ацтеков как Кецалькоатль, одному из верховных богов и создателей мира. Песня затрагивает его неразрывную связь с ныне живущими людьми и их судьбой. Это одна из наиболее атмосферных и мистических песен альбома. Песня «Одио» – ненависть, о судьбе народа, его гордости и боли. Песня жесткая по содержанию и стилю, местами с элементами трэш и блэк-металла. «Мадре Тьерра» – «Мать-Земля» – еще одна энергичная песня, которая затрагивает тему веры и то, как догмы религии помогают держать людей в цепях. Песня «Фронтьерас» – «Границы», о границах, которые разделяют людей на американском континенте. Песня начинается с фразы «Я американец». Как кто-то перефразировал в интернете, слезы Трампа на стальном сомбреро. Песня Герра Ацтека «Война ацтеков» – самая боевая песня. В ней мы слышим зов горна и грохот барабанов. Песня отражает боевой дух и решимость лирического героя, который призывает Кецалькоатля. Новая эра родится, властитель ветров задует, змей придет на зов ацтеков. И заключительная 17-минутная композиция «Мехико Инморталь» «Бессмертная Мексика» подводит итог альбома. Революционный дух, наследие наших предков, кровь воинов зовет к борьбе за то, что принадлежит нам, за родину наших предков, мать-землю. Это культ смерти и культ жизни. Второй альбом группы вышел в 2021 году и называется «Легион Мексика». Буклет здесь выполнен в виде плаката с одной стороны, с другой же тексты и фото. Здесь участвовали 6 музыкантов. Изображение с четырехконечной звездой, орлом и ягуаром символизирует воина орла и воина ягуара, элитных воинов ацтеков. Альбом имеет столь же внушительный хронометраж – час 20 минут.
Он продолжает линию предыдущего альбома, но, как мне кажется, стал несколько более мелодичен. Местами проскакивает меланхоличность и прибавилась атмосферы. Музыка стала несколько сложнее. Что же касается лирики, альбом четко делится на две половины. Первая делает акцент на социально-политической тематике, вторая же посвящена мексиканской культуре, традиции и мифу. Первая половина традиционно очень напориста и лишена драматичности, которая подчеркивается использованием трубы. Эти песни отражают трагизм и решительность мексиканцев и всех, кто помнит о своих корнях, как в песнях «Сангре por sangre» «Кровь за кровь» и «Рейсес» «Корни». Кровью и силой перед лицом тьмы и уничтожения мы защитим корни наших народов. Песня «Ля Раса» «Раса» утверждает единство народа. Песня «Ритуал» о ритуале убийства, который вершит над народом система. Титульная «Легион Мексика» о тех, кто этому противостоит. Легион Бессмертный, Легион Наследный, Легион Кецалькоатль, Легион Мексика. Вторая часть альбома начинается с инструментальной композиции Dia de Muertos, на которой также есть музыкальное видео. Композиция посвящена Дню мертвых, о котором мы уже рассказали. В видео показан алтарь, сооружаемый к этому дню. Следующая же песня «Колибри дель Сур», «Колибри Юга», «Ауицелопочтли», «Боги Солнца и Войны», «Покровители Теночтитлана и Ацтеков». Колибри Юга – это значение его имени. Также его называют колибри левой стороны, поскольку юг у ацтеков обозначается слева. Текст песни описывает, как этот бог вел ацтеков, чтобы основать Теночтитлан, а также рассказывает историю его рождения. Его мать – богиня земли Коатликуэ, которая зачала его от комка перьев колибри. Ее старшие дети во главе с ее дочерью Кудюльшауки сочли это позором и попытались убить Коатликуэ, но в этот момент Уицелопочтли родился в полном воинском облачении, убил их всех и обезглавил. Голову Кудюльшауки он забросил на небо, и она стала луной. Головы ее братьев и сестер таким же способом стали звездами. Образ Коатликуэ символизирует Мать-Землю, которая каждое утро рождает бога солнца, Уицелопочтли, побеждающего луну и звезды. Таков один из добрых и красивых ацтекских мифов. Последние же две песни альбома «Тлалакан» и «Миктлан» посвящены загробным мирам. Судьба человека после смерти у ацтеков различна и зависит больше от того, как он умер, чем как он жил. Опять же, цитируя Октавио Паса: «Скажи, как ты умер, и я скажу тебе, кто ты». Почетными считались смерть в бою, при родах, принесение в жертву и другие мучительные смерти. Например, те, кто утонул или же умер по другой причине, связанной с водой или грозой, попадают в Тлалакан, мир, управляемый Тлалаком, богом водной стихии. Те же, чья смерть была обычной, попадали в Миктлан, где их ожидал долгий и трудный путь, после чего бог Миктлан-Текутли определял покойного в один из 9 кругов Миктлана. Можно провести параллель со скандинавским Хельхеймом, принимавшим умерших так называемой соломенной смертью от старости и болезней. И есть разные мнения насчет того, хорошо мертвым в таких мирах или нет. Но даже в лучшем случае ацтеки предпочитали умирать в битве или в процессе ритуала, и благодаря их верованиям не страшились жестокой смерти и воспринимали ее как переход к новому этапу пути, где каждый умерший вносил свой вклад в космический порядок. Песни же Тлалакан и Миктлан получились очень атмосферными. Первая – умеренного темпа песня о том, как мертвый находит покой во владениях Тлалака. Вторая же длится 17 минут и повествует о пути мертвого в Миктлане и препятствиях, с которыми он сталкивается. Это одна из наиболее холодных композиций, и местами в ней ощущается блэк-металлическая атмосфера. Бросается в глаза, что у группы много видеоклипов для всего 2 альбомов. И хотя эти клипы не выглядят слишком какими-то сложными с технической точки зрения, видна тщательность, с которой авторы подходят к созданию визуального ряда. Заметна согласованность музыки, видеоклипов, образов музыкантов, оформления дисков, и в этом плане можно провести ассоциацию с представителями блэк-металла, которые нередко, даже если сами не знают, воссоздают вагнеровскую концепцию Gesamtkunstwerke, где
Не только музыка, но и все элементы искусства, которые ее окружают, поставлены на службу единой концепции и целостно воспринимаются. И, безусловно, это является большим преимуществом Aslan. На этот момент группа уже заявила о грядущем третьем альбоме, хотя с выхода второго не прошло еще и года. Говоря словами Aslan, их творчество — это музыкальный тур по древней и современной Мексике, и новая часть этого тура обещает быть интересной. С интересом следим. 9 человек в масках. Это прямо Слипнот здорового человека.